Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги-трейдеры. Суббота, 14 января. Приветствую всех на обзоре рынка криптовалют. Решил записать для вас краткое свое мнение по рынку, что же нас может ожидать в ближайшей перспективе, для того, чтобы понять, что нам делать, какие действия предпринимать. Безусловно, я сбрасывал сегодня в телеграм-канал много информации относительно текущей картины, что касается метрик. А, Картина на рынке сложилась достаточно интересная вчера вечером, под конец рабочей недели, тогда, когда многие трейдеры закрывают свои позиции и не оставляют их на выходные дни. Под самую ночь фактически мы получили достаточно сильный булран. Давайте посмотрим, где на сегодняшний день находится биткоин. Перед глазами у вас открыт недельный таймфрейм. Значит, первое, что намекало на то, что реализовалось-то фактически на графике, это недельный RCI, который мы все давно наблюдали, который уже давно говорил о том, что рынок может развернуться вверх. Ну, собственно говоря, это себя долго и ждать не заставило. То есть такие накопления длительные просто так не проходят. Давайте посмотрим. Глобально даунтренд у нас еще сохраняется. Когда мы превысим отметку, ну или пробьем этот даунтренд и закрепимся хотя бы недельными свечами над ним, соответственно, можно будет уже более детально утверждать, что рынок начинает разворачиваться в восходящем направлении. То, что произошло сейчас, и то, что нас может ожидать в ближайшее время, это может быть банально пока просто коррекция ко всему этому импульсному снижению. Да, мы понимали, я понимал, что где-то мы уже близки к финальной стадии разворота, но пока говорить о том, что тренд сменился глобально на восходящий, еще достаточно рано. Значит, мы подходим к отметке данного даунтренда. Мы видим, что мы еще пока находимся под ней. Ближайшее локальное сопротивление мы пробили. Давайте я отключу индикаторы, потому что мы все понимаем, что на дневках, что на 4 часах мы уже достаточно сильно перекуплены, и рынку надо разгрузить индикаторы. Но я хочу обратить ваше внимание, что для того, чтобы разгрузить 4-часовые индикаторы и привести их в зону, давайте посмотрим, в зону разгрузки, хотя бы минимально коррективно, в зону 50%. Для этого не надо сейчас устраивать большой глобальный слив по рынку. То есть мы можем сделать это легкими мазками на протяжении следующей недели и выйти на дальнейшие уровни вверх. То есть рынок настроен пока достаточно по-бычьи. Структура свечей, структура объемов говорит нам о том, что в рынке присутствует покупатель. Мы проехались, да, в определенный период времени, да, мы ехали на определенных стопах, которые были сосредоточены за этим уровнем 17 800 долларов, за этим уровнем 18 500 долларов. Сейчас глобально у нас интересует вот этот уровень, к которому мы сейчас достаточно близко приблизились. Ну, соответственно, мы понимаем, что следующая зона ликвидности находится в этом диапазоне, и я бы его немножко расширил. Это вот этих два уровня. То есть зона фактически вплоть до 23 тысяч может быть зоной интереса для крупного представителя. Да, мы можем сделать какой-то заходной откат, но тем не менее, как бы мы все с вами понимаем, что зона ликвидности находится за этими уровнями, там стоит определенная зона стопов. Значит, если мы представляем, что у нас реализована уже 5-волновая структура и 5-я точка находилась на этой отметке, ну, то есть фактически вот наша, да, даунтренд, то мы можем сейчас попытаться смоделировать то, что у нас происходит в настоящий момент времени. Сделаем это с помощью 5-волновой очередной разметки. Если мы представим, что это первая волна, это вторая волна, сейчас где-то у нас предполагает третья волна, какая-то коррекционная четвертая, заходная пятая, то все, в принципе, в рамках волновой разметки может укомплектовываться в рамках после коррекционного какого-то движения, реализоваться в 5-й волне. Давайте
Представим, почему мы остановились именно на этой отметке. В данном случае я часто использую расширение Fibonacci, основанное на тренде. Применяю магнитик на лой свечи, на хай свечи и на тот лой, который предшествовал росту. Мы с вами видим, я сейчас удалю лишнюю информацию, мы видим, что мы остановились четко на отметке 1.618, которая является нормальным значением для роста третьей волны. То есть по волновому принципу Эллиота третья волна может заканчиваться на отметке 1.618, 2, 2.618. То есть это абсолютно нормальный рост. То есть мы остановились не где-то вблизи этого уровня, мы остановились четко на этом уровне. Соответственно, вот эту разметку, ее пока можно предполагать действующей. Ну и, соответственно, если это будет реализовано, значит, в дальнейшем у нас может ожидать коррекция в рамках четвертой волны. Четвертые волны, они, как правило, не настолько сильно коррекционные. Главное правило четвертой волны — не заходить на границу первой волны. Это где-то уровень 18 тысяч. Давайте его точно отметим. 18 400 долларов. Ну и дальше поход в пятой волне. Да, меня смущает, конечно, оставленные гэпы. Возможно, оставленные гэпы. Во-первых, вчерашний гэп, который находится на отметке 19 тысяч. Последние торги были 895 долларов. Соответственно, мы сейчас находимся в тысячной фактически доле там, да, от этого гэпа. И более низкий гэп на 16 тысяч, вот он находится, 16 910 долларов, которые оставили. То есть нельзя это не принимать во внимание, но тем не менее рынок может сделать по-своему. Мы еще помним, что у нас есть незакрытые гэпы на отметках 11 тысяч, 9600, 9800, и верхний гэп есть на уровне 53 тысяч. То есть да, рынок стремится закрывать эти гэпы в ближайшее время, но пока рынок не перекроет отметку в 21 500 долларов, ну, по Чикагской товарной бирже. Тут несколько другой график. Давайте перейдем на тот, где мы рисовали, где я делал разметку. То есть 21 500 долларов — это та отметка, когда можно будет говорить о каком-то смене тренда. Но опять-таки здесь находится глобальный тренд-лайн. Пока мы его не пробьем и не закрепимся над ним, говорить о тузы-мунах пока достаточно рано. Соответственно, это понимают, это видят все. Да, индекс страха и жадности у нас сейчас пересек отметку 46 пунктов. То есть рынок находится в достаточно большой эйфории. И мы понимаем, что те крупные игроки, которые набирали позицию в этой всей зоне и которые вытолкнули эту цену наверх, им надо как-то постепенно разгрузить свои позиции. Безусловно, они будут делать это постепенно. Они будут делать это аккуратно, затягивая время, показывая, допустим, такой момент, что биток может там не падать какое-то время, да, какая-то некая консолидация может быть. То есть показывая силу тренда, дополнительно загнав определенную группу оптимистов, которые готовы будут покупать биткоин на этих значениях. Ну, соответственно, потом всех дружно могут прокатить вниз. То есть я пока не оставляю еще той основной идеи, которой я придерживался по поводу четырехволновки и похода вниз. Да, у нас есть еще, ну, то есть пока мы не перебили отметку, соответственно, ну, какой-то шанс этого еще может быть реализован. Но чем выше мы будем подбираться к этим ценовым значениям, тем меньше это может реализоваться на практике. Давайте посмотрим по уровням FIBA, что у нас происходит. То есть мы понимаем, что третья волна могла быть укомплектована в этом, ну, ценовом значении 21 200, там, 300 долларов, да, по разным биржам, по-разному. Соответственно, можно ожидать какую-то коррекционную фазу. Куда может лечь эта коррекционная фаза? Я наложу сейчас такую же FIBA от текущего импульсного роста. Так, FIBA. $21 тысяча. Сейчас мы берем лишние трендовые. 21 321 по бирже Coinbase. Соответственно, по уровню Fibonacci какой можно сделать
предположение. То есть, когда тренд истинный, когда тренд сильный, то максимальное значение коррекции могут достигать области 23%, то есть 20 150 долларов. 23% и 38%. Так, магнитик мне тут немножко сбил. Так, опять сбил. Значит, отметка в 38% это 19 440 долларов. То есть мы можем предположить, что если у нас действительно начинается бычий тренд, то мы можем скорректироваться всего лишь до этих ценовых значений. 23 и 38 уровни по FIBA. Ну, соответственно, зона, которая будет зоной магнитом, это фактически 22 200, 22 600, то есть 27 зона по FIBA. Да, конечно, хотелось бы увидеть какую-то более глубокую коррекцию, вплоть до, не стоит забывать, что зона начала тренда восходящего, скажем так, импульса, да, возникла у нас из этой области, и эта область также может выступать определенной зоной магнита цены. Но когда мы туда вернемся, пока предположить сложно, и вернемся ли вообще, но, по крайней мере, покупать на этих ценовых значениях, когда свечи, да, были достаточно полнотелые, импульсные, достаточно, во-первых, ну, как-то стрёмно, наверное, правильное слово подобрать, да, потому что я для себя, например, отмечаю всегда такой факт, что любой импульс имеет свойство скорректироваться именно в 61-ю зону по уровню Фибоначчи, а это где-то на сегодняшний день 18 200 долларов. Соответственно, ну, я буду смотреть за развитием данной ситуации. Безусловно, лонги набирать с каких-то текущих значений, ровно как и шортить бычий рынок, неразумно. Нас могут прокатить выше. Не факт, что мы закроем и завтра этот гэп, да, то есть рынок может проснуться опять новыми какими-то импульсными свечами. Мы понимаем, что дойти и снять ликвидность за этими уровнями не столько составит труда, пройдя уже такое движение, да, поэтому сейчас искать какие-то приключения и выдумывать себе позиции как лонговые, так и шортовые совершенно не стоит. Более того, шортовые позиции ищутся всегда тогда, когда есть слом структуры восходящего тренда. Структура восходящего тренда пока нам говорит о том, что биткоин находится в восходящем направлении, и ближайший слом структуры может случиться не так-то, скажем, и скоро. То есть, если мы начертим трендовые линии, которые у нас есть в текущий момент времени, мы понимаем, что у нас есть здесь трендовая линия, и у нас есть динамическая линия ускорения. Наверное, мы ее лучше увидим на 6-часовом таймфрейме или 4-часовом. То есть, их несколько у нас трендовых линий. И какую из них мы начнем пробивать и будем ли пробивать вообще, вы понимаете, что ну, вот, ближайший где-то находится здесь. То есть, резюмируя, то есть мы можем получить какую-то коррекцию небольшую в области 23-38 FIBA, найти поддержку покупателя в стакане и пойти рисовать выше цели. Более того, я хотел бы отметить один интересный факт. Я анализировал отчет Morgan Stanley, который был сформирован в ноябре 2022 года. Здесь есть такой интересный показатель. Morgan Stanley публикует каждый год отчеты для крупных инвесторов. Значит, здесь написано о том, что безубыточная цена Bitcoin Break-Even Price by last time, то есть в последнее время. Значит, смотрите, такие интересные закономерности. 1-3 месяца безубыточная цена 20 300 долларов. 1 неделя, 1 месяц 19 800, 3-6 месяцев 23 500. 23 500 долларов это та отметка, на которой остались в замке те игроки рынка, которые покупали биткоин полгода назад. То есть мы понимаем, что даже те же крупные инвесторы, которые были закрыты в замке 23 500 и набирали себе в портфель биткоин, фактически долгое время сидели в просадке, потому что цена доходила меньше 16 тысяч долларов. Соответственно, надо понимать, что эта отметка, даже 23 500 долларов, которая находится на графике, она не так-то далека и от нашей истины.
То есть за 27 зоной, которая близка к тем отметкам, находится 61 зона, 24 380. И если крупные представители захотят выгнать цену туда выше, я думаю, они сделают это без особого труда, потому что, ну, фактически на сегодняшний день тем импульсом, прошу обратить внимание, это недельная свеча. То есть мы фактически подошли к поглощению того импульса, который был основан на крахе FTX. То есть это достаточно сильная зона была сопротивления, и сейчас мы недельной одной свечой пришли к ней и стучимся в двери. Соответственно, этот момент нельзя не учитывать. Тренд достаточно возник сильный. Естественно, он сейчас среднесрочный, восходящий. Свеча у нас полнотела, никакого отката, пока и близко нет. Соответственно, искать сейчас какие-то шортовые позиции по рынку, ну, по крайней мере, среднесрочные, пока неразумно. То есть рассчитывать на то, что завтра в ночь, в 2 часа ночи мы пойдем закрывать гэп, да, это может случиться, но этого может и не случиться. Такого по истории, вот если мы с вами посмотрим тот тренд, который зарождался от ковида дампа, то фактически то же самое коррекцию мы не получили ниже 23 уровня. Даже от этих значений 23 уровень, если натягивать чуть-чуть выше FIBA, то это 38 уровень. Соответственно, надо улавливать ту мысль о том, что коррекции может и не случиться. То есть тренд может перейти полноценно восходящий, и дальше нам где-то придется искать точки входа уже по ходу более глубоких и значимых коррекций. Поэтому смотрим за развитием ситуации, резюмируя еще раз. Достаточно сильный произошел импульс ликвидации, там порядка 700 миллионов долларов. Ну, это как бы настораживает, и более того, понимая, что мы где-то находимся у точки перелома тренда, как говорится, тренд is a friend, поэтому мы не выдумываем никаких сейчас позиций против тренда, против крупного игрока. Задача в данный момент времени понять, что он хочет сделать и как нам к нему пристроиться. Я еще хотел один показать важный момент, это доминация USD. То есть мы получили достаточно сильный нисходящий импульс. Возможно, это была поставлена 5-я волна, и сейчас нас может ожидать какая-то коррекционная и дальнейшее снижение. Соответственно, мы понимаем, что те же альткоины, Sol, который реализовал 26% за последние сутки, DOT 14-15%, кстати, бабочка Гартли сейчас в работе, и как бы все выглядит достаточно очень оптимистично. Многие альткоины, они сломали уже нисходящий тренд. И это уже прямой признак того, что на рынке начинаются разворотные формации. Какие сейчас альты не посмотреть из старого эшелона. Тот же EOS. EOS, может быть, еще и не сломал, но близок к этому, да. Dash, я знаю точно, сломал уже нисходящий тренд. Dash точно сломал. Соответственно, какие-то альты начинают демонстрировать более... Здесь мы сломали. Если от хая провести там где-то плюс-минус в тех же значениях. То есть многие альты начинают демонстрировать фазу роста. Этот фактор нельзя, скажем так, не замечать, поэтому есть все основания думать, что в ближайшее время нас может ожидать действительно какой-то, возможно, и бычий рынок. Может быть, он будет недолгим, будем смотреть. Опять-таки, следующее заседание ФРС по поводу повышения ставки будет в феврале на основании тех данных, которые публикует и в том числе Министерство экономики США. Поэтому смотрим, наблюдаем, то есть как бы позитив какой-то определенный на рынке есть. Соответственно, наша задача просто подстроиться под ту структуру рынка, которая ломает нисходящее направление, и присоединяться с другими участниками и получать от этого кайф и прибыль. Все, друзья, предлагаю завершить этот
обзор. Всем желаю хорошей субботы, хорошего вечера и все дальнейшее общение в телеграм-канале. Всем пока.